Сегодня в Березовке простились с погибшим в Шкловской колонии политзаключенным Витольдом Машурком. Мужчине было 50 лет, и ближайшие 5 он должен был провести за решеткой по обвинению в участии в протестах. Но спустя всего 3 месяца после вынесения приговора родным объявили, что Витольд умер от сердечного приступа, хотя раньше проблем с сердцем у него не было. После смерти тело несколько дней не хотели отдавать близким, а когда они наконец его получили, оказалось, что останки находятся в ужасном состоянии. Замотаны глаза, страшно опухли руки. Накануне похорон Следственный комитет решил добавить родным страданий и опубликовал видео якобы последних часов жизни политзаключенного. На этих ужасающих кадрах мужчина 2 раза падает и ударяется головой о пол. Медики телеграм-канала «Белые халаты» сразу обратили внимание на то, что падение человека на видео вряд ли может быть вызвано сердечным приступом. А смерть, очевидно, наступила в результате черепно-мозговой травмы, которую он получил при падении. Кроме того, эксперты отметили, что пострадавшему не была оказана квалифицированная помощь. К тому же при тяжелом сотрясении мозга человека нельзя было оставлять одного. Важно отметить, что на кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что Витольд находился в штрафном изоляторе. Нары были пристегнуты к стене, значит, ему не разрешали сидеть и лежать. Родные погибшего отказались от проведения независимой судмедэкспертизы. Судя по всему, силовики сумели запугать простых людей из глубинки, ведь режиму на фоне последнего международного скандала важно было замять эту маленькую проблему. Стало известно местонахождение гражданки России Софии Сапега, которая была задержана вместе с Романом Протасевичем. Сейчас девушка находится в СИЗО КГБ. Ей инкриминируют 2 статьи Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков и неповиновение представителям власти. По словам белорусского адвоката, в течение 10 дней будет решен вопрос. Софии либо предъявят обвинение, либо ее отпустят. В случае перевода Сапеги в статус обвиняемой ей грозит до 15 лет колонии. В свою очередь, режимные СМИ вчера вечером опубликовали видео допроса Софии, на котором девушка якобы признается в том, что она работала редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который занимается поиском и публикацией личных данных силовиков, причастных к совершению преступлений в отношении мирных протестующих. Хотя друзья девушки эту информацию опровергают. Более того, по их мнению, София никогда не занималась политикой. Она училась в ЕГУ, интересовалась философией и модой, любила рисовать. Судя по всему, признаться в том, что она не совершала, ее заставили. В свою очередь, о Романе Протасевиче никакой информации больше опубликовано не было. Его адвоката к подзащитному не пускают. Кроме того, сегодня ему было заявлено, мол, Романа в СИЗО Новодарского нет. В связи с этим его мать опасается, что он избит и находится в больнице. 2,5 года домашней химии получила жительница Жодина Анастасия Гирилович за якобы насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Однако дело обстояло совсем иначе. В сентябре 2020 года в Жодино проходила мирная акция протеста, во время которой милиционер Николай Барановский ударил безобидную женщину по лицу. Анастасия, которая проходила мимо и случайно стала очевидцем происходящего, подбежала к сотруднику милиции и сорвала с него маску, чтобы увидеть лицо человека, который способен на такой поступок. Важно отметить, что несмотря на наличие видеодоказательств того, что милиционер действительно без каких-либо оснований применяет физическое насилие в отношении безоружной женщины, никаких обвинений ему предъявлено не было. Зато смелый белорусский, который не смогла пройти мимо такой несправедливости, штамповщик политических дел Иван Гринкевич вынес приговор. Странно, что не отправили в колонию строгого режима. Как бы там ни было, маски сорваны, и от такого позора гражданин Барановский уже не отмоется никогда. Если в местных бюджетах нет денег на ремонт важных инфраструктурных объектов, значит, к этому делу нужно подходить креативно. Чинить в буквальном смысле из палок и еще чего-нибудь. Так, на трассе в сторону Могилева в деревне Щебрин мост, по которому ежедневно двигаются фуры, оказался в аварийном состоянии. Конструкция может рухнуть в любой момент. Впрочем, власти района не слишком об этом беспокоятся, ведь местные кулибины уже нашли оригинальный выход из ситуации и подперли мост досками. По словам главного инженера дорожно-эксплуатационного управления, угрозы обрушения моста нет. Ситуация не критичная, ничто не угрожает движению транспортных средств и вообще все под контролем. Впрочем, фото моста с костылями говорят об обратном. Издание «Рогачев онлайн» предположило, что, используя дрова в настолько нетрадиционном качестве, местные власти пытаются найти применение вырубленному лесу, экспорт которого в ЕС со дня на день будет запрещен. А между тем, сегодня в Пружанском районе обрушился 2-й мост за неделю. Несколькими днями ранее аналогичное ЧП произошло также в Борисовском районе.
Руководство БГМУ усиленно разыскивает девочку для участия в так называемом президентском бале среди студенток 5-го курса стоматологического факультета. Однако проблема в том, что девушки в столь сомнительном мероприятии участвовать не хотят. Об этом сообщил телеграм-канал университета, ссылаясь на свой чат-бот, в котором админы получили множество сообщений о том, какими методами пользуется руководство, чтобы заманить несчастных на бал сатаны. Студенток заставляют писать объяснительные, даже когда причины нежелания участвовать в этом шоу более чем уважительные. Например, по работе. В принуждении участвуют сотрудники университета, поймавшие свой звездный час во время студенческих протестов. Так, проректор по воспитательной работе Павел Маркауцан стал одним из организаторов отчисления протестующих в октябре прошлого года. А годом ранее этот сотрудник в ультимативной форме требовал предоставить ему студентку для участия в кастинге в службе протокола нелегитимного. Более того, проректор настолько предан самодержцу, что на так называемых выборах умудрился оставить за него сразу 2 свои подписи. Судя по всему, Лукашенко уже немного подустал от своего марафона террористических актов против собственного народа и решил расслабиться. А помощь в этом ему оказывают опытные системные церберы, которые вообще-то должны заниматься воспитанием, а не растлением молодежи. Даже если вам удалось бежать из Беларуси, вы чувствуете себя в безопасности, полностью расслабляться не стоит. Белорусский дом в Украине, созданный для поддержки пострадавших от режима Лукашенко, разоблачил парня по имени Алексей Белькевич, который втерся в доверие белорусской диаспоры в Украине и передавал всю собранную информацию Губопик. Он пояснил, что таким же образом собирал в протестном чате деньги на адвоката для одного из активистов. Однако собранные средства оставил себе. По его словам, перед отъездом в Украину ему дали задачу собирать информацию о протестном движении в Украине. Тем же он занимался и в Минске, а именно мониторил дворовые чаты и собирал данные об их администраторах. После разоблачения Белькевич пообещал вернуть собранные деньги нуждающимся и обманутым им белорусам. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. Берегите себя и живи Беларусь!